Всем привет, вы на канале Польза.нет, и через 2 месяца будет 10 лет, как я бросил курить. Последние 3 года курения я курил по 3 пачки в день, и я это говорю не для того, чтобы вы подумали, что у вас тогда все хорошо и вы можете продолжать, а для того, чтобы вы понимали, насколько я был зависим. Курил я всего 8 лет, из этих 8 около 6 я пытался бросить, но максимум я держался 2 недели. Ни методики, ни Никаретто, ни НЛП мне не помогли, и скорее всего это от того, что и табачные производители, и те, кто продают лечение от этой зависимости в одной упряжке. Нет легкого способа бросить курить, есть только способ принять, что ты зависимый, а потом побороть свою зависимость. Сегодня под моей распаковки я расскажу вам о 10 способах бросить курить, каждый из которых будет привязан к одной из 10 причин, почему не курю именно я. А зачем я добавил в видеоряд распаковки? Первое от того, что на меня все эти видео причины с гнилыми легкими и выпавшими зубами не действовали. А вторую причину вы узнаете в конце. Кратко, быстро и емко в данной теме не особо получится, тем более, что я, как всегда, в топе своего канала говорить буду с вами без бумажки и с минимальным редактированием. Заранее простите за грубые слова, постараюсь выражаться без мата. Только помните, это видео в определенной мере может нанести вам вред. Ведь если вы на данный момент курите, значит вы торчок на легкой наркоте, перемешанный с мочевиной и аммиаком, у которого не хватает силы воли, чтобы вынуть из своего рта фаллический символ. Ну вы меня поняли. И предупреждаю, чтобы вы не думали, если не решили бросить, не смотрите этот ролик. Нет смысла уговаривать наркомана, который не понял пока, что он наркоман. Первое, и я расставляю способы по весомости и результативности для меня. Как говорят грубые подростки, бабло победит зло. Если вы не курите солому, то в среднем пачка сигарет вам обходится в 120 рублей. И я округлю для подписчиков, которые смотрят меня не из России, до $2 США. Так вот, способ заключается в том, чтобы написать на холодильнике фломастером от 44 тысяч до 130 тысяч, это в рублях. Если вы курите одну пачку сигарет в месяц, это выходит вам в 44 тысячи рублей в год, минимум. Если 3 пачки, как курил я, 130 тысяч рублей. За 10 лет, соответственно, от полумиллиона до 1,5 миллиона рублей вы дарите американским толстосумам за то, чтобы их дети могли оплачивать рабство наших детей. Да ладно, как вы поняли, я бросил, когда пачка Винстона стоила 25 рублей, сейчас она стоит 120 рублей. И даже в то время я гнобил себя, что трачу так много. Сейчас, даже учитывая, что я неплохо зарабатываю, понимать, что я почти 50 тысяч рублей дарю какому-то дяде, чтобы моя семья и я не получал этих денег, я бы не смог. Второй способ. Каждое утро просыпайтесь с мыслью, что вы наркоман. И я это не для смеха. В пропаганде за здоровый образ жизни используется слово наркотик по отношению к частично запрещенным психотропным веществам, алкоголю и никотину. Как вы знаете, их продолжительное употребление может приводить к тяжелым последствиям для здоровья и общественного вашего благополучия. Тезис о том, что алкоголь и никотин являются наркотиками, поддерживается антиалкогольными и антинаркотическими сайтами. Чтобы вы понимали, Всемирная ассоциация здравоохранения алкоголь в 1975 году официально отнесла к наркотическим веществам. От чего никотин официально не признают наркотиком, вы и так прекрасно понимаете. По официальным данным, в 2010 году только 6 крупнейших табачных компаний сделали чистый доход, внимание, в 35 миллиардов долларов США, что равно совокупному доходу в этот же год Coca-Cola, Макдональдса и корпорации Microsoft. Кстати, официальных данных по доходам табачных компаний в сети практически невозможно найти. Даже по наркобизнесу примерные расчеты есть, а здесь нет. Ну да ладно, запомнили? Курильщики наркоманы. И несерьезно к этому относиться можно будет только находясь в могиле, когда вы перестанете травить своих близких. Вы ведь в курсе, что пассивное курение наносит не меньший вред, чем активное? Третий способ – это когда вы ходите в туалет, каждый раз вспоминайте, что капельку этой жидкости вы вдыхаете в легкие через сигареты. Вот так просто. В состав табака входит мочевина. И я сознательно не поднимаю для вас списки причин ваше здоровье. Ведь по статистике людям оно становится важным, когда уже поздно о нем заботиться. А взываю к тому, чтобы у вас взыграло чувство собственного достоинства. Да, вы курите мочу. Думаю, бодрый способ, дальше будет веселее. Четвертое. В серединке я решил добавить простые такие способы. Знаете, что такое фаллический символ? Если нет, не страшно, погуглите. А кратко, это все, что напоминает мужской половой член. Да, психоаналитики давно заметили эти закономерности. Хорошие фаллические символы – ракеты, машины, чупа-чупсы. Плохие фаллические символы – сигареты и сигары. Можете мне что хотите говорить, но пока не почитаете дядюшку Фрейда, вы будете спокойны. А вот потом вас смело можно будет относить к латентным гомосексуалистам. Ну или переводя это в способ, помните, что суете в рот фаллический символ, друзья. Уверен, что не все из вас будут рады такой постановке вопроса, и многие с ней не согласятся. Пятый способ. Для вас мало способов? Держите еще один.
Официально каждая сигарета приближает вас к импотенции. И просто каждый раз затягиваясь, думайте, что именно эта сигарета может стать причиной того, что ваш член в нужное время не встанет. Или причиной того, что если вы дама, вам не захочется мужчину даже в самой романтичной обстановке. Ведь самое большое негативное влияние на организм человека оказывает никотин. Как вы знаете, это ядовитое вещество, которое сильнее, чем стрихнин и мошьяк, которые являются, как вы в курсе, ядами. В чистом виде оно представляет собой масляную бесцветную жидкость. Если ввести человеку напрямую в кровь такое количество никотина, которое содержится в одной сигарете, то это может привести к смертельному исходу моментально. А самое главное, что по статистике, и это только официальные данные, людей, которые обратились по поводу импотенции к врачу, 8 из 10 курящих. Чем вы старше и чем больше стаж зависимости от табака, тем выше шанс столкнуться с эректильной дисфункцией. Долбят сигареты в основном по надпочечникам, и не зря люди Нобелевские премии получают за то, чтобы узнать, от чего ваш орган иногда встает. Вы ведь в курсе, почему набухает пористая ткань? Если нет, забудьте, что я вам сказал. Все равно скоро перестанет вам это грозить. В топку эти переживания. Запомните, эта раковая палочка может стать последним гвоздем в гробу вашей эрекции. Вы ведь знаете, что курение одна из нескольких официально признанных причин возникновения рака. Ковбои Мальборо могли бы вам рассказать, если бы были живы. Вы ведь в курсе, что все они умерли от рака? Если нет, теперь вы знаете, что вы тоже на пути к тому, чтобы стать ковбоем Мальборо. Обязательно погуглите, что с ними было. Шестой способ. Помните, что вы воняете. Когда заходите в общественный туалет или туалет на работе, даже если он идеально вычищен, помните, что пусть и немного приглушенно, именно так пахнет из вашего рта. И пусть, как у курильщика, у вас атрофированы вкусовые рецепторы, да еще и различные присадки и ароматизаторы забивают запах мочи. Некурящий человек именно поэтому не любит курящих. И фраза «от тебя разит как от пепельницы» очень интеллигентно говорит о том, что от вас разит как от толчка. И не злитесь на табачные компании, они не скрывают состав. И как говорят о них в открытой и загнивающей западной прессе, это бизнес по доставке никотина. Здесь нет правил и морали. Все, что не запрещено, разрешено. Если с мочой никотин будет лучше всасываться в кровь, пусть будет моча. Да что там, это не самое большое зло из 138 ядов и 14 канцерогенов. Седьмой способ очень простой. Купите зажигалку со значком радиации. Вы ведь в курсе, что уже давно в состав сигарет входят радиоактивные элементы. И даже если вам на себя плевать, знайте, и это факт. Ваши окружающие страдают от этого не меньше вас, а может быть это вас радует? Да неважно. Может вам просто нравится повышать естественный радиоактивный фон и начать игру в Fallout заранее, в реальности. Восьмой способ самый злой. Я уверен, что вы не станете к нему прибегать. Но все же, если вы решите, посмотрите документалку про детей больных ДЦП, а также документальные фильмы про синдромы Дауна. Можете посмотреть, какие пороки сердца могут быть у новорожденных. И помните, что если вы курите, 138 ядов травят вас и окружающих, а 14 канцерогенов в основном заставляют мутировать ваше неродившееся потомство. И надеюсь, с вами это не произойдет, но если ваши дети родятся больными, знайте, что это вполне возможно ваша вина. Может быть, именно эта сигарета перечеркнула здоровье вашего будущего ребенка. Так что 1,3 миллиарда человек, то есть почти каждый пятый житель Земли, зависим от табачных изделий. По степени привыкания курение табака уступает лишь алкоголизму, обходя при этом героиновую и кокаиновую зависимость. В США, допустим, 95% учеников второгодников курят. И да, в гнилом Западе просто так оценки не ставят. Если человек не тянет, его оставляют на второй год. Для справки, для женщин-курильщиц, обращающихся к помощи ЭКО, у некурящих женщин приживается 24% эмбрионов, а у зависимых от табака менее 12%. Это только официальная статистика. Здесь, простите, но я как родитель немного подробнее расскажу вам об этом. Дело в том, что мало того, что в сигарете 138 ядов и 14 канцерогенов, но после того, как ее содержимое превратится в дым, этот побочный дым, вдыхаемый человеком при пассивном курении, содержит в себе уже 4000 вредных компонентов табачного дыма, 50 из которых являются канцерогенами. Новорожденный, живущий в семье курильщиков, имеет в 3 раза более высокий риск умереть от синдрома внезапной смерти младенца по сравнению с обычным малышом. А статистику синдрома внезапной смерти я вам даже давать не буду, иначе вы меня проклянете. Данных потому, что именно делает курение с ребенком в открытых источниках, нет, да и вряд ли появится. Этот бизнес делает миллиарды из мочи. Не думаю, что вы узнаете реальные данные, как и я. Запомнили? Видите детей с инвалидностью? Вспоминайте о сигаретах, возможно, они и есть причина. Девятый способ, и этот способ уже без желчи. Просто не покупайте сигареты, не держите дома зажигалки, не стойте в курилке. И первые 3 месяца после того, как бросили не употреблять
употребляйте алкоголь в компаниях. Рецидивы, когда люди срываются и начинают курить, чаще всего происходит именно под действием алкоголя и под улюлюкиванием ваших друзей. Зависимость нужно избегать. Кстати, именно физическая зависимость от сигарет проходит всего в течение 2 дней. Никакой ломки нет, это чистое нейролингвистическое программирование, NLP. И бросать необходимо одному. Никогда не бросайте в паре с кем-то. Сорвется один, сорвется другой. Ни разу не видел, чтобы 2 человека одновременно бросили курить навсегда. 10-й способ – больше нервничать. Лично для меня последним веским аргументом для того, чтобы бросить, стало то, что я узнал, что никотин – наркотик-возбудитель. Именно он меня не успокаивает и не успокаивает вас. И то, что он замедляет умственные и физические процессы, никаким образом не может являться аргументом, что он успокаивает. Тогда топор успокаивает тоже, как и электрошок или удар в челюсть. Самое сложное в том, чтобы бросить эту зависимость, понять, что в борьбе с ней весь мир против вас. СМИ и табачные компании сделали все, чтобы вы не считали это проблемой. Каждый 5-й человек на земле курит, скажете вы, а я скажу, что каждый 5-й взрослый в мире не умеет читать. Думаете, это нормально? И самое обидное, что самый большой процент курящих в постсоветском пространстве Китая. Да и сам механизм курения помогает не бросать. Вы ведь не спросите прохожего: дай-ка глотнуть пивка из твоей банки. А сигареты мы как по берушке можем стрелять только в путь. Если про алкоголь некоторые могут сказать, что в меру он полезен или в меру он может расслабить, у него есть букет, у него есть вкус, букет, и он вводит вас в различные, иногда приятные для вас стадии интоксикации. Здесь вы не найдете ни одного человека, кто скажет, что курение может принести хоть какую-то пользу. Если вы курите, я в вас верю. Я чувствовал 8 лет, какое слабое ничтожество, что не могу перестать курить. И именно перестать, бросить то, что не приносит никакой пользы, просто нельзя. Сигареты мне снились еще лет 7, и я боюсь до сих пор, что я могу начать курить. От того, что в прямом смысле это всегда в шаговой доступности. Даже у алкоголя есть ограничения по продажам, а сигареты можно купить всегда, везде и в любое время. Курить ненормально. Курение – признак слабости. Курение – это зависимость. Курение ничего не дает. Курение делает вас бесполым. Курение калечит ваших детей. Курение высасывает из вас деньги и отдает их чаще всего вашим врагам. И в этом ролике я даже не могу пиариться, просто и кратко. Очень надеюсь, что есть люди, которым поможет это видео. Надеюсь, вы поделитесь им с курящими товарищами, возможно, это спасет их детей. Это был самый сложный для меня текст за 2 года моего блогинга. Спрашивайте, я даже 10-й части вам не рассказал того, что знаю об этом дерьме. Добра и удачи вам, дорогие друзья.